Здравствуйте, мои дорогие люди. Здесь такая тема. Выбери карту и узнай, что будет в будущем, что хорошего готовит судьба. И здесь вы узнаете то, о чем вам нужно знать прямо сейчас, в тот момент, когда вы нажали «Посмотреть». На дне колоды был дом, а дом – это самая счастливая карта, потому что когда человек счастлив в доме, когда он счастлив в своей жизни, когда он делает то, что хочет, и у него получается все хорошо, и он руководит своей жизнью, он счастлив. Дом – это карта защиты, стабильности, в общем, карта хорошей жизни. Выбери карту и узнай свое будущее. Свое счастливое будущее я могла бы сказать, соответственно, этим двум картам, которые были на дне колоды. Здесь на дне колоды была двойка чаш, и она говорит о том, что это будет любовь и счастье в доме. Любовь и счастье в доме. Стоит смотреть расклад, всегда стоит смотреть расклад. Всегда то, что должно исцелиться, исцелится. А вообще двойка чаш – это любовь, это встреча любимого или примирение. Ариил – это ангел любви, и вот лев Бога – это Ариил, ангел любви. Видео будет именно тогда актуально, когда вы его нашли. Не случайно абсолютно вы нажали своим же пальчиком «Посмотреть». Если нажали «Посмотреть», я рекомендую смотреть все видео от начала и до конца, потому что высшие силы здесь открывают мне откровения, которые я вам передаю. Итак, будет «Выбери карту из двух колод». Левая колода и правая колода. И узнай свое будущее. Итак, начинаем мы с одной карты. Можно выбрать левую и правую, но я знаю точно, что какой-то процент расклада будет с вами резонировать слева, какой-то процент справа. Обязательно. И вы узнаете обязательно, что вас ожидает в будущем. Я бы сказала, в процентном соотношении у всех людей будет по-разному. Не будет двух одинаковых людей, которые смотрят. Поэтому я вам предлагаю слушать, и то, что вам подходит, берите, а то, что не подходит, можно отбросить. Что эта карта скажет? Десятка пентаклей. В общем, спросили мы у высших сил простой вопрос. Что меня ожидает в будущем? То есть меня, это имеется в виду вас. И я сразу скажу, счастье, потому что на этой карте изображены пентакли, а это значит радости, помощь Вселенной, помощь родных, помощь самой себе. 10 – это новый виток жизни. Жизнь продолжается. Продолжается новый цикл жизни. Цикл новый. И в то же время это ваш, это вы живете здесь. Но этот цикл радостный и счастливый, потому что пентакли – это символ радости, счастья, благополучия. Сейчас заканчивается какая-то полоса в вашей жизни, начинается новая. Не сомневайтесь, эта карта вам точно принесет счастье. Давайте сразу посмотрим Ленорман. А это якорь. В общем-то, они похожи, потому что я вам скажу сразу, что пентакли дают, вот якорь, да, потому что пентакли дают благополучие, пентакли дают ощущение, что не будет больше бедности, никто из дома вас не выгонит, никто не наложит арест на ваши счета. Когда есть стабильность, пентакли дают стабильность. В принципе, деньги нам нужны только для ощущения стабильности. С голоду никто не умирает, правильно? Но если мы себя чувствуем бедными, есть у нас страх бедности, который врожденный, нам тяжело жить. Нас тяготит это, потому что мы не уверены в завтрашнем дне. Здесь этот расклад четко показывает, что завтра и послезавтра, и через 50 лет у вас будут деньги. А это значит, что у вас будет стабильность. Десятка пентаклей, ее главная характеристика, главное значение – это стабильность. Ну, а в колоде Ленорман и якорь – это тоже стабильность. Так что я бы сказала и справа, и слева расклад просто идентичный. И он подходит вам, именно тому, кто смотрит, как перчатка на вашу ручку. У вас будут деньги, а значит, вы будете счастливы. Почему? Ну, потому что вы не будете зажиматься, вы не будете нервничать, вы не будете ходить на нелюбимую работу. Все будет идти хорошо. Сейчас я возьму две карты еще, которые позволят вам
более детально, хотя десятка пентаклей, она там на целый час можно разговаривать, более детально просмотреть информацию. И на Ленорман тоже более детально возьмем. Раз, два. Теперь уже будем дополнять расклад этими двумя картами. Да, чтобы достичь этой стабильности в материальном плане, чтобы достичь этого благополучия, что вам нужно делать, что необходимо делать, как этого достичь. Таро не просто говорит, что у вас будет это и то. Таро как заботливая вселенная. Но это и есть язык вселенной. Говорит вам, каким образом вы это достигнете. Предупреждает, если есть какие-то подводные течения, подводные камни, какие-то элементы для вас враждебные. И показывает путь к счастью. Здесь Паш Пентаклей, да, наверное, тоже был, в духе вышел. Потому что Пентакли предполагают все карты вообще-то. Все пентакливые где-то в духе выходят. Паж меча. Вот здесь вы видите себя. Чем хорошо Таро белых котов, что вы можете вложить своего двойника и получить опыт от карт, да? Знания, даже без моих слов. И здесь вы видите себя в образе. Белый кот – это как бы нейтральный такой образ, куда можно свою энергетику вложить и почувствовать. Это вы. Это вы человек, которому дана сила. Конечно, меч – это ваша сила, ваше умение лавировать, как-то сказать. Я беру просто слова из потока. Ведь слова ко мне приходят как лучи света, да. Извините, если там иногда слово как бы, ну, у меня несовершенный запас слов, даже сказала бы бедный. Лавировать. Есть такое слово? Наверное, есть. Пришло из потока что-то вот такое. Это быть гибким, значит, да? Потому что меч предполагает, что, знаете, как фехтование. Меч ведь он твердый, стальной, холодный, опасный, да? Да, если была у вас в жизни опасная ситуация, я знаю, что была, скорее всего. Вы научитесь лавировать, наверное, ну, вот, в общем, быть гибким, обойти острые углы. И из человека-новичка, потому что пажи – это новички, всегда второй, да, это хлопоты, какие-то новички, заботы. Ну, а рыцари – это всегда новости, это всегда всадник, это всегда новости, видите, лошадь, ресурсы. И рыцари – это всегда хорошие новости, если с хорошими картами рядом. Но здесь хорошие карты рядом. И здесь рыцарь жезлов. И человека-новичка, который настрадался, навоевался, да, может, вы в семье навоевались из-за превратности всевозможных, неустроенного быта, людей, которые вас не понимали. В семье чаще всего люди, которые нас не понимают. И мы взаимодействуем очень близко от этого, и от этого сложности. Здесь тучи, облака, тучи, но все-таки розовый фон. Розовый предполагает восход. Восходит ваша звезда, удачная звезда, удачливая. И из новичка вы превращаетесь в профессионала. Рыцарь – это тоже профессионалы, у них есть конь, да. Это наемный воин, рыцарь, да, вот как всегда было во времена Таро, раньше, все времена, когда Таро как бы подымалось на горизонте, да, формировалось. Рыцари всегда у нас это профессионалы, которых, может быть, властелин этого государства направил на то, чтобы защищать интересы. То есть вы сможете защищать свои интересы, отстаивать свои интересы. И я здесь вижу, во-первых, карьерный рост. Из пажа вы превращаетесь в рыцаря. Во-вторых, из того, кто искал новости. Ведь паж – это не новости еще, это поиск новостей. Это ум новичка, да? Такой открытый ум, open mind, открытый ум, beginner's mind, ум новичка. И у вас из этого вот состояния, что вы новый, может быть, в профессии, на работе, может быть, в семье новый, только где-то женились или начали встречаться с кем-то, и в его или в ее семье вы новый.
Или же, знаете, иногда бывает 30-40 лет, но для его мамы вы все равно еще новая, у нее уже какой-то, я не знаю, застой мысли идет, что она не может вам сдать полномочия, да, на ее сыночка. Вообще-то ее сыночек сам должен за себя отвечать, но так бывает часто. Может, вы где-то новичок, или вы новичок, может быть, на вашем пути. Ваш путь идет, изгибается, извивается дорожка, счастливая дорожка жизни, и вы там новичок. Но этот расклад говорит, что вы узнаете из этого расклада, сейчас узнаете, что вы превращаетесь из новичка в профессионала. Что вы можете отстоять свои интересы на работе, что вы можете отстоять свои интересы в семье, в семье, или же вообще на своем жизненном пути. Если на жизненном пути на вашем появляются люди, которые хотят вас столкнуть с вашей жизненной дороги, ведь у каждого человека своя жизненная дорога, и занять вашу дорогу вы за себя сможете постоять. У вас будет будущее такое, что вы сможете за себя постоять, вы не дадите никогда больше себя в обиду. У меня есть болталки, так называемые говорилки на эту тему, как быть, если кто-то хочет вам помешать и так далее. Но это на других каналах, девочки. Обращайтесь, если нужно. Все же для вас сделаю. А здесь я просто читаю карты и говорю вам четко, что вы будете развиваться на вашем жизненном пути, чтобы достичь вот такого результата. Понимаете? Упс, карта сама перевернулась. И она перевернулась, вышла перевернутая. Видите, карта башни перевернутая. В перевернутое значение карты башни очень положительное. В прямом значении карта башни – это, конечно, когда что-то уже не сработало, какой-то проект, какой-то план не пошел, не сработал, и вам нужно искать новые дороги. А перевернутая карта означает, что уже прошло, как говорится, было и прошло. Реальность и критическое мышление нам предлагает такой вариант, что по этой карте, что прошлое, оно было и прошло, мы его не можем поменять, но мы можем поменять очень что-то глобальное. Мы можем поменять свое отношение к прошлому, а это дорогого стоит. Потому что если мы поменяем свое отношение к прошлому, мы поменяем свое будущее. Ну, например, если вы думали, что этот мужчина ушел, потому что он вас предал, он такой гад последний, да, и он вас, в общем, предатель. На самом деле это так, и боль ваша очень очевидная по этой карте. Но понимаете, там можно поменять ваше отношение к этому прошлому. Ведь поменять прошлое невозможно, оно реальность, которая была и прошла. Но как жена Лота, если мы будем стоять и смотреть назад, мы превратимся в соляной столб, то есть будем постоянно плакать. Соль – это как слезы, да? И по этой карте можно изменить свое отношение к этому и сказать, что этот человек неверный от рождения. Он не мог поступить иначе. Это не то, что да, он вас предал, но это вот поменять свое отношение к этому, можно сказав себе, что он просто не мог не предать, он неверный сам по себе, суть его неверная. Или, например, работа, где босс издевался над вами, или так называемые коллеги в кавычках подсиживали, скандалили, сплетничали. Ведь есть работа, где-то этого не будет. Поменять свое отношение к такой работе, это означает сказать себе, что они так со мной обращаются, не потому, что я какая-то не такая, как нужно, но я о вас говорю, да, или же вам не везет, а потому что люди такие никчемные, вот и все. Убирайте никчемных людей из своей жизни, закрывайте им дорогу в свою жизнь, вот и все. И у вас всегда будет все в порядке. И у вас будет вот так, понимаете? Вот как карты сработали, да? Карта перевернутая, башня говорит, что ушло то, что должно было уйти, оно не нужно было вам. И пришло самая любимая карта девятка пентаклей. Почему? Потому что здесь вы знаете алгоритм своего счастья. И алгоритм вашего счастья очень простой. Как и вообще счастье любого человека. Это опять же, счастье это состояние, ведь это не деньги, да? Но здесь будут деньги. Мало того, деньги, которые, виноград, видите, которые вы добыли. Виноград же добывает
полезные вещества. Он не любит, когда на поверхности лежит. Вы добыли. Это намек вам на это. И всех людей, которые, например, были в этой профессии, видите, здесь деревья, кипарисы. Ваш кипарис самый высокий. Потому что вы вложились правильно, вы имеете правильные таланты, вы имеете правильное отношение к жизни. И смотрите вы на сокола, который намекает вам на свободу. Да, у вас есть средства, но вы свободны от привязанности к деньгам. Деньги – это хорошо, что плохо может быть в деньгах, это к ним можно привязаться, да? Или, например, все, чем человек занимается, он может привязаться. Привязка к деньгам – это так называемый воркоголизм. Карта девятка пентаклей, нет привязанности. Да, вы заработали, да, вы вложились, да, у вас все есть. Этот красивый наряд королевского такого склада, стиля королевского, с лилиями, да, лилии – символ королевского причастия. И вы действительно королевский человек, потому что в вашем космосе, в вашем мире вы должны быть королем. Если вы не король, там кто-то другой займет королевское место, и вы у него будете вассалом, да, это вам не нужно. Вот эти все люди, они вам не нужны. Вы не привязались к деньгам. У вас деньги есть, потому что это плод вашего труда, это профессиональное развитие, это то, что вы делали людям добро, получили вознаграждение, но вы не привязаны ни к чему. Вы свободны. Ваша душа, ваша личность свободна от всего. Потому что, да, деньги, кстати, могут свободу дать. Если мы к ним не привяжемся, они могут тоже быть привязкой. И здесь у вас свобода, полная свобода. Сокол – символ свободы. И что вы цените? Может быть, свободы у вас не так много. Здесь 3 пентакля, а здесь у нас 6 пентаклей. Вы только учитесь быть свободной от каких-то лишних людей, от какого-то мнения кого-то свободное. Ведь счастье – это на самом деле состояние, да? Элементарное счастье – это состояние. Здесь вы можете купить все, что захотите. Здесь вы можете купить или продать дом, купить квартиру или наоборот. Здесь вы можете достичь какого-то благосостояния, как финансового, так и свободы от, знаете, нажима, когда мы... Стресс у нас большой, когда мы должны ходить на нелюбимую работу, потому что иначе как заработаешь. Да, вот это ощущение полной свободы, это большое счастье, которое вы получаете по этому раскладу. И девятка, и десятка пентаклей. Как бы девятка пентаклей объясняет десятку, говорит, что да, у вас все есть, и все будет хорошо. Это тоже в отношениях. Видите, здесь люди в отношениях смотрят друг другу глаза в глаза. И опыт зрелого возраста – это все прекрасные ощущения. Но вы имеете свой алгоритм успеха, и он может быть связан с профессиональной деятельностью. Вы еще, может быть, не знаете до конца своих возможностей, своего потенциала. И только сейчас у вас открывается это все, открывается ваш потенциал, и вы начинаете понимать, что работает. Вы начинаете это понимать. Это карта госпожи. Госпожи, у которой все хорошо. Ведь этот расклад, он просто как перчатка идентичный этому. Понимаете? Вы госпожа, у которой все хорошо. Что якорь может означать? Ну, якорь означает очень часто просто профессию, да? Вы в своей профессии сильный человек. Вы заработали себе имя в профессии или будете зарабатывать. Здесь может быть перемена в профессии. Стабильность вам обеспечена. Якорь это тоже может быть квартира или любое жилье, недвижимость, которая выкуплена вами. Или же вы сейчас входите в отношения с человеком, который уже выкупил свою недвижимость. Это поиск своего профессионального пути, который даст вам независимость. И это именно у вас будет. Карта собака говорит, что жизнь к вам благоволит. Собака и якорь. Жизнь к вам благоволит. Настраивайтесь на то, что будут новые друзья, будут новые любимые. Ваш алгоритм счастья состоит в том, что вы столько делали людям добра, что именно теперь пришло время пожинать плоды. Может быть, вы настрадались от жестокости других людей. Но вот это обратка, это ведь тоже карта обратки, да?
башня перевернутая, это означает, что вашим врагам пошла обратка натурально. Потому что энергия, если кто не знает, вся энергия имеет разные световые оттенки. И энергия зависти, злости, ненависти, подсиживания, вот всего этого энергия, она у всех людей разная. И когда человек кому-то хочет сделать плохо, по закону Вселенной, по закону Творца, возврат энергии идет тому, у которого она взята. То есть, например, у вас человек взял деньги и не вернул, у вас будут деньги. Они из других источников придут, но будут. Вам человек хотел напортить жизнь по карте башни. Но вот его эти грязные деяния, они к нему вернутся рикошетом, называется обратка в народе, потому что это не ваша энергия, она не может к вам прилепиться, понимаете? Она возвращается к владельцу. И это называется обратка. Все, здесь все понятно. Все просто. Такие слова, знаете, народные, не самые простые. А вы идете дальше по своей дороге жизни. А вы получаете благополучие, вы получаете новых друзей, верных в этот раз, потому что карта собака и карта якорь означают верность. В этот раз друзья верные, надежные. В этот раз друзья настоящие, которые не обидят, не предадут. Но, конечно, когда якорь сочетается с собакой, это, скорее всего, тоже партнер верный, надежный, который не предаст, потому что он по жизни такой верный, да? И это все будет у вас. Расклад предполагает и вам просто четко говорит о том, что вы будете счастливы. И вы сможете как бы положиться на людей. Вы сможете, наконец, опять начинать доверять другим людям. Полностью доверять другим людям. Опять вышли эти негативные люди. Потому что есть такие люди, которые меня смотрят, которые в это не поверили. И, скорее всего, думаю, да. Не поверили вы в то, что наказан будет враг. И вышла карта гроб, которая говорит, что не одалживайте деньги врагам. Поскольку гроб у нас он вместе с картой бубен. Девятка бубен – это когда у вас появятся деньги, сразу появятся люди, которые захотят у вас эту энергию украсть. Никому не одалживайте денег, никому не одалживайте своей энергии. Понимаете, карта гроб говорит, что появятся, конечно, такие люди сразу. Может быть, гроб говорит такое дежавю, да. То есть человек, который, посмотрим, что за человек, который уже был, он опять появится и скажет: о, теперь у тебя все есть, да, крыса какая-то появится. Смотрите, крыса и гроб. Какая-то крыса появится. Ну, крыса, она тоже может быть целительной. Крыса может убирать негатив и съедать то, что уже не нужно вам вчерашний день. Вот по этой комбинации очень хорошо это видеть, как вчерашний день, гроб – это вчерашний день, который уже, нет, в жизни нет во вчерашнем дне. Вчерашний день, он уже не живой, он уже прошел. Его нельзя возродить, нельзя же возродить. Вы понимаете, да, то, что было вчера. А мы, девочки, особенно мы жалеем, мы плачем. Не плачьте о вчерашнем дне. Легко сказать, не плачьте, да, если слезы льются сами. Я вам скажу, как с этим справиться. Измените свое отношение к прошлым неудачам, к прошлым обидам, к тем, кто нарушил ваш покой в прошлом. Измените ваше отношение к этому. Крысы, карта тоже говорит о том, что пусть вот эти крысы, они могут быть и тотемными. Они могут убрать вот это чувство привязки, да. Потому что то, что еще живое вот в вашей жизни со вчерашнего дня, то вас и мучает. Например, живая любовь к человеку, который вас предал. Но вы привыкли его любить, у вас есть в сердце любовь, и новый объект любви пока не нашелся, а любить-то кого-то надо, вы любите недостойного человека. По этой комбинации крысы съедают это чувство привязанности к человеку, который недостоин вас, человека из прошлого. Да, может быть вполне, что завтра или там через неделю вы встретите его в городе, и опять возникнет эта буря эмоций. Но эта буря эмоций основана на ваших воспоминаниях.
Она нереальная больше. И когда мы погружаемся в эти бури эмоций из вчерашнего дня, из вчерашнего года, или еще хуже, 10-20 лет бывает, вот это время, пока мы там плачем, думаем об этом, просто вычеркивается из нашей жизни, потому что мы не живем здесь и сейчас, мы не строим свое будущее, мы горюем о прошлом. Если появится такой человек в дежавю, или же появится чувство, зачем я выучилась на эту специальность, зачем я на этом предприятии 10 лет потратила свои, молодость свою убила, там, ни денег не дало мне, ничего. Вам это дало опыт, да, пусть горький, но опыт. Остался с вами ваш опыт, это выжимка из прошлого, ваш опыт. Вы его вынесли, как Лот вынес из этого места, где нельзя было больше жить. И это ваше прошлое, это место, в котором нельзя больше жить. Лот вынес оттуда опыт прошлого, а жена его не хотела оттуда уходить. И она не смогла идти дальше. Она, в общем-то, вот как по карте гроб, превратилась в соляной столб. Этот расклад вам советует. Возьмите опыт и больше ничего. Пусть это будет сухая выжимка без эмоций. Не тратьте свои силы на то, что уже не живое. Потому что гроб – это то, что не живое. Не тратьте свои силы на то, что не живое. Дайте этим тотемным крысам съесть вашу привязанность к человеку, который вас недостоин, или привязанность к работе, которая вас недостойна. Я по себе знаю работу, которая вас недостойна. Я ее делала сама 20 лет. Вот сюда вкладываем. Я знаю, что это такое, знаю, о чем я говорю. Я могу вас понять до глубины души. Итак, смотрим дальше. Что скажет Ленорман? Понимаете, вот как здорово, что мы отработали с вами крыс и гроб, и пусть плохой уходит, никогда не возвращается. И что получается? Новая связь с человеком, который вас достоин, приличным человеком. Новая связь, новое письмо от человека. К вам идет весточка о его стабильной любви. Это новый человек или человек, который трансформировался, который смог себя поднять. Со своей пошлости, подлости смог себя поднять, и теперь он вам достойный партнер. Если такое есть, это прекрасно. Но если нет, будет новый. Стабильное ваше положение. И эта весточка, это письмо может быть, это какие-то деньги, это какие-то ценные бумаги, это что-то хорошее, какие-то хорошие оповещения, которые идут в вашу сторону, и вы будете довольны. То есть вы будете приятно удивлены тем, что будет происходить. Вы будете очень приятно удивлены. Прекрасный расклад, правда же, девочки и мальчики? Вы будете очень приятно удивлены. Ваше положение укрепится, может быть, в семье, или его заметят люди, что вы очень приличный человек. На работе ваше положение укрепится, или вы найдете работу, где, видите, хорошие деньги будут, потому что здесь письмо, 27-я карта, это заработанные деньги. Деньги ваши или вашего партнера, но в любом случае заработанные. Вы вложили энергию, вы получили результат. Вот так вот на самом деле счастье происходит, да? Когда человек вкладывает энергию и получает результат. Я возьму еще один совет на Ленорман. Такой мощный расклад получается. Смотрите, это общение. И эта карта подтверждает карту письмо. Она просто говорит тем людям, которые сейчас смотрят меня и, в общем, или не доверяют своему счастливому будущему и спрашивают у меня, а где негатив? Ну, а где негатив? Нет, мы его отработали, мы его убрали из вас, негатив. Я иногда читаю такое под своими видео. А где негатив? Не может быть в будущем все хорошо. Ну, вы понимаете, что эти люди делают? Они сами себе программируют на что? Нет негатива, он ушел. Посмотрите, какая карта вышла на совет. Это новое общение для любви. Это человек, он позвонит, напишет, дать знать. Вы выйдете с ним на свидание, на переговоры. Он вас любит, обожает. Вот, пожалуйста, так сделаем. Карта птицы – это его объяснение в любви, может быть, это его средство, бубен. Это его к вам прекрасное отношение, это его, знаете, романтический настрой.
Это его послание к вам. Это то, что он обещал, он обязательно сделает. Почему? Потому что якорь еще есть. Еще есть якорь. То, что он обещал, он обязательно сделает. В этом сомневаться вообще нельзя никак. Вот такие дела, вот такие расклады, вот такая методика. Пусть негатив уходит, никогда не возвращается. Посмотрите, одна была негативная карта в левой колоде, и здесь, конечно, шла речь о ваших врагах, мы ее отработали. И здесь тоже, в принципе, та же энергетика показана в Ленорман, отработали, и все у вас будет прекрасно и хорошо. Я больше чем уверена, это ваши обереги. Кстати, вот это же тоже свидание с мужчиной, с кавалером новым, который, может быть, вы его знаете, но он пообещал вам, вот паж обещает, а рыцарь выполняет. Да, это разница, вот еще раз повторю, разница между пажом и рыцарем. Паж обещает, это тоже хорошо, но иногда только обещает. А рыцарь обещает и делает, или выполняет то, что паж пообещал. Мужчина повзрослеет, мужчина даст о себе знать. Это кавалер, это в принципе то же самое, что здесь письмо и птицы, и собака, и якорь. Стабильные отношения в паре. Наконец-то прорыв, да. Это то, что будет, то, что вас ожидает. По вере вашей дано будет, конечно, да. Вот, я делаю литургический сбор, приглашаю вас остаться на литургический сбор, чтобы расклад начинал исполняться вам на пользу. И хочу сказать, что я преподаю и Таро, и Ленорман, если вы не знаете, очень давно. У меня очень много людей выпустилось, и по моему методу научиться очень просто. Так что обращайтесь на уроки. Переход на мой сайт есть о канале. Заходите на канал, это же ничего абсолютно не стоит. Нажать на аватарку мою, зайти на канал. Это такой дом эзотерический, куда каждый человек может зайти, посмотреть, какие там есть видео. У меня на всех моих каналах много тысяч видео вам на пользу. И не думайте, что если видео сделано, например, давно, оно не работает. Оно работает еще лучше, чем новое. Потому что многим помогло и вам поможет. А я в свою очередь скажу, что я вас люблю, обожаю. Для меня огромное счастье быть с вами и удовольствие. Надеюсь, что вам тоже было приятно в моей компании и будет приятно в будущем в моей компании. Так что подписывайтесь, кто не подписан. Здесь все для вас. Подписка ничего не стоит, но это приятно. Это то, что вы принадлежите к этому клубу. И я для вас раскладываю карты. Так что подписывайтесь. Будем видеться. Всем вам и вашим родным счастья. До новых встреч. Пока-пока.